И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 5 апреля. И второй мой материал, несмотря на то, что я сказал, что это будет военная сводка, мы будем говорить о предстоящих боях на Донбассе, но это будет не военная оперативная сводка. Вы знаете, в последнее время мне очень много в личку задают вопросы в комментариях, я их читаю иногда, бывает, получается. Юрий, неужели, с учетом того, что вы описали, каким образом может выглядеть кампания на Донбассе, какой замысел российского команды, на самом деле он настолько очевиден, что в целом все понимают, что вот примерно плюс-минус так все это и планируется. Момент только в деталях, где примерно будут наноситься главные удары, какие точки достижения целей ставятся, ну и соответственно, а все остальное настолько очевидно, что все прекрасно понимают, что в конечном итоге в случае успеха российские войска окружают и полностью уничтожают Донбасский фронт. И мне задают логичный вопрос: Юрий, если настолько это очевидно и понятно, объясните, почему ВСУ затаскивает в этот котел все больше и большее количество войск, либо подтаскивает свои войска к переднему краю, подставляя их под разгром. Дело в том, что генеральный штаб ВСУ, он на самом деле абсолютно не уверен в том, что российские вооруженные силы смогут победить в этой битве. Вернее, для ВСУ на самом деле победой в данном случае будет являться даже ничья. Если российские войска не смогут захлопнуть кольцо окружения и уничтожить значительную часть украинского военного потенциала, и при этом не понеся больших потерь, любой другой вариант будет рассматриваться с точки зрения ВСУ как победа. И Генштаб Вооруженных сил Украины и политическое руководство страны считает, что у них есть все шансы, чтобы блокировать российский удар и таким образом свести эту битву хотя бы в ничью, что с политической точки зрения будет равно победе. Итак, как же может выглядеть данный план? Мы опираемся на тот уже опыт, который у нас есть, на Мариуполь и очень упорную многонедельную оборону вооруженных сил Украины, опирающийся на очень хорошо укрепленный район. И на Донбассе таких укрепрайонов на самом деле очень много. Да, они менее укреплены, чем Мариуполь, тем не менее окружаемая российскими войсками группировка вполне может там на протяжении многих недель оказывать серьезное сопротивление. Более того, имея возможность работать по внутренним операционным линиям, если не удастся рассечь сразу эту группировку на несколько частей, они могут наносить очень серьезные и болезненные контрудары, особенно если извне, из района Павлограда, будут наноситься встречные удары. И весь расчет украинского команды состоит в том, что у россиян банально не хватит сил, чтобы удержать внутреннее кольцо окружения и, соответственно, противостоять контрударам ВСУ с внешнего контура. Со стороны, как они предполагают, Лозовой, Павлограда и Запорожья. И этот план ВСУ на самом деле тоже очень хорошо читается. Именно по этой причине так тщательно сегодня готовится российское командование. Оно прекрасно понимает и отдает себе отчет в том, что вот эта битва, она будет решающей во многих отношениях. Здесь нужно либо победить, либо тогда, предположим, что если не удастся разгромить ВСУ без больших потерь, то на самом деле тогда Российская Федерация вынуждена уже будет вести войну по всем правилам. Я думаю, тогда вот эта аббревиатура «специальная военная операция» быстро исчезнет и в стране будет объявлена мобилизация, что для официального Киева будет равносильно победе. И в том числе именно по этой причине сегодня оттягивается начало этой операции, потому что ошибка будет стоить очень и очень дорого.